начале апреля 2026 года экспедиционный лайнер MV Hondius вышел из Ушуаи, туда, где люди обычно ищут пингвинов, айсберги и чувство края света. Через несколько недель этот рейс будет обсуждать уже не туристическая индустрия, а Всемирная организация здравоохранения, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Южная Африка, Испания, Великобритания, Аргентина и еще целый список стран, потому что на борту началась настоящая вспышка редкого вируса. Вопрос номер 1. Как вирус, который обычно связан с грызунами в Южной Америке, оказался в этой замкнутой металлической коробке посреди океана? А вопрос номер 2. Почему первые тревожные сигналы не были распознаны сразу? А еще главный вопрос, который к концу этого видео мы обязаны раскрыть. Это нечто локальное или нам снова показывают первые кадры survival-хоррора? Судно шло по необычному маршруту через Южную Атлантику. На борту пассажиры и экипаж из 23 стран. В официальных сводках вспышка сначала описывается вовсе не как хантавирус, а как кластер тяжелой респираторной болезни неясной этиологии. Это важная деталь. Первый мужчина почувствовал себя плохо 6 апреля. Сначала лихорадка, головная боль, легкая диарея. Звучит почти буднично. Такие симптомы легко принять за пищевую инфекцию, грипп или банальное отравление. Но уже 11 апреля у него развивается резкая дыхательная недостаточность, и он умирает прямо на борту. И здесь первый неприятный поворот этой истории. Образцы тогда не берут. Хантавирус, конечно, никто не подозревает. Официально это еще не история про редкий южноамериканский вирус. Это пока история про смерть по непонятным причинам. Скорее всего, смахивает на несчастный случай. 24 апреля тело снимают с борта на Святой Елене. Вместе с ним сходит жена. Она была тесным контактом и уже имела симптомы со стороны желудка и общее недомогание. На следующий день прямо в самолете во время перелета в Йоханнесбург ей становится хуже. А 26 апреля она умирает. Позже ПЦР подтвердит у нее хантавирус. У вас может возникнуть абсолютно законный вопрос, если уже был первый умерший. Почему лайнер не закрыли на строгий карантин сразу? Почему история продолжалась дальше? Почему люди еще сходили на берег, летали обычными рейсами, перемещались между островами и странами? Но, к сожалению, очень часто катастрофа выглядит как катастрофа только задним числом. По официальной версии оператора лайнера, после первой смерти на борту не было доказательств вирусной причины смерти или другой какой-то эпидемической причины. Судовой врач считал случаи единичными. Капитан так и сообщил пассажирам 12 апреля. Прошлой ночью один из пассажиров неожиданно скончался. Врач сказал мне, что инфекции нет, судно безопасно. Вот только 24 апреля заболел еще один мужчина, а 27 апреля его эвакуировали в Южную Африку. Все случаи начали сопоставлять между собой. 2 мая у этого мужчины ПЦР подтвердил хантавирус. Все оказалось хуже, чем мы думали. Я сошел с корабля на 24-й день, однако Хондиус продолжал путь еще 11 дней. Через день после того, как я сошел с корабля, жена умершего тоже скончалась. А когда умер и третий человек, выяснилось, что на корабле неизлечимый хантавирус, передающийся от грызунов. И только после этого ВОЗ получила официальное уведомление, а меры резко ужесточились. Никто ничего не скрывал умышленно. Смертельную опасную инфекцию слишком поздно распознали, потому что ранняя картина была слишком похожа на десятки других будничных болезней. Это оказался хантавирус. Это не какой-то воздушный монстр, который мгновенно разлетается по всему городу. Обычно люди заражаются не от других людей, а после контакта с зараженными грызунами, их мочой, пометом или пылью в закрытых помещениях. Но оказался именно тот вариант, который известен как редкий, тяжелый и, в отличие от большинства своих родственников, способный передаваться между людьми. Все международные организации здравоохранения, и всемирная, и европейская, и американская,
формулирует это осторожно и почти одинаково. Да, такая передача описана. И нет, она не происходит легко и просто. Обычно нужен тесный контакт и длительный. Не соседний столик, не один и тот же магазин, не просто пройти мимо человека на улице. Не стоит представлять себе картину огромного круизного лайнера, набитого зараженными людьми. И это не похоже на ковид, когда достаточно было стоять ближе 1,5 метров без маски. Заражение обычно происходит во время таких работ, как уборка зданий, зараженных грызунами, хотя оно может произойти и во время обычной работы в сильно зараженных районах. Чаще всего случаи заболевания у людей регистрируются в сельской местности, например, в лесах, полях и на фермах, где присутствуют грызуны и возможности заражения выше. Симптомы хантавирусного синдрома обычно проявляются через 2-4 недели после первоначального заражения вирусом. Однако симптомы могут появиться уже через 1 неделю и даже через 8 недель после заражения. Из официального заявления Всемирной организации здравоохранения 4 мая 2026 года. Для общей публики риск низкий. По словам Марии Ван Керхове, американского эпидемиолога-инфекциониста, специализирующегося на этих проблемах, под тесным контактом здесь понимается очень близкий физический контакт, общая каюта, уход за больным, длительное нахождение в одном тесном пространстве. Это максимально далеко от того, как распространялись ковид или грипп. Редкий и опасный не значит автоматически массово заразный. Дальше вспышка превращается в международный триллер. ВОЗ сообщает, что уведомило 12 стран, чьи граждане сошли на острове Святой Елены. Великобритания готовит изоляцию до 45 дней для своих граждан. Святую Елену переводит на режим наблюдения за контактами. Сингапур изолирует 2 пассажиров. В Швейцарии подтверждается еще 1 случай у человека, который уже успел вернуться домой. Испания готовит прием судна с почти 150 пассажирами на борту у берегов острова Тенерифе так, чтобы люди не смешивались. Но уже 7 мая были данные, что 23 пассажира лайнера разлетелись по разным странам. В США, в Австралию, в Англию, на Тайвань, Нидерланды и другие. По данным Reuters со ссылкой на ВОЗ, число подтвержденных случаев на момент записи видео 9 мая 2026 года выросло до 6. Еще 2 считаются вероятными. Погибших по-прежнему 3. То есть картина уточняется. США готовит вывоз 17 американских пассажиров с лайнера MV Hondius после прибытия его к Канарским островам. Их должны доставить медицинским рейсом на базу Оффут в Небраске, а затем перевести в Национальный карантинный центр Университета Небраски для наблюдения. Американская служба по контролю заболеваний также направляет специалистов на Канары для оценки риска контактов. Это еще не пандемия, но это уже наглядный пример того, как одна поздно распознанная вспышка вируса мгновенно становится международной историей. Теперь возвращаемся к самому большому вопросу. Откуда все началось? И здесь надо признать, точка 0 пока официально не определена. Но наиболее вероятная гипотеза уже есть. ВОЗ заявила, что первые 2 случая до посадки на лайнер путешествовали по Аргентине, Чили, Уругваю. Поездки наблюдали за птицами и бывали в местах, где встречаются грызуны, которые являются резервуаром для хантавируса. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считает вероятным, что заражение произошло в Аргентине до посадки на лайнер, а потом на борту могла случиться ограниченная передача между близкими контактами. Значит ли это, что вирус пришел именно с корабля? Скорее всего, нет. Значит ли это, что корабль вообще не сыграл роли? Тоже нет. И здесь легко уйти в конспирологию, потому что за год до этой истории мир уже видел похожий тревожный заголовок. В Австралии пропали сотни вирусных образцов. Среди них были и 2 пробирки с хантавирусом, но доказанной связи с лайнером, конечно же, нет. Это не улика, это фон эпохи. Люди больше не боятся просто вирусов. Они боятся, что кто-то где-то потеряет контроль над чем-то, что должно храниться под замком. Лишь бы не выпустить джин из бутылки. Самая вменяемая и наиболее доказательная версия на сегодняшний день выглядит так. Вероятный первичный контакт с вирусом был до посадки на лайнер в южноамериканском регионе, где хантавирус реально циркулирует. Затем в условиях тесного корабельного контакта часть случаев могла стать вторичной передачей от человека к человеку. Хантавирус страшен не только летальностью. Он страшен тем, что вначале может выглядеть обманчиво обычным. Первые симптомы – это всего лишь температура, ломота, слабость, тошнота, рвота, диарея, иногда кашель, а потом у части пациентов картина может очень быстро перейти в тяжелую дыхательную фазу. Жидкость легких, падение давления, шок, смерть.
Что самое страшное, после начала сердечно-легочной фазы летальные исходы без адекватной помощи часто происходят в ближайшие 24-48 часов. Именно ранняя фаза опасна тем, что маскируется под простуду и недомогание. Новая ли это пандемия? На сегодня нет. Все международные службы здравоохранения повторяют одно и то же. Риск для широкой публики низкий. Передача хантавируса между людьми редка и требует тесного длительного контакта. Более того, природный резервуар хантавируса в Европе не характерен, а значит сценарий закрепления через местных грызунов на европейской территории не считается вероятным. Но низкий общественный риск не значит нулевой риск. Самая страшная часть, когда опасная болезнь приходит в маске обычного недомогания, а общество одновременно склонно и недооценивать ее, и превратить в легенду о конце света. Посмотрите ленты новостных телеграм-каналов, например. Если у вас не было поездки в эндемичный регион и не было тесного длительного контакта с подтвержденным случаем, повода для паники нет. Но история по-прежнему еще только развивается. Вирусы склонны к мутациям, а СМИ к накрутке общественного мнения. Берегите себя и подписывайтесь на канал. С вами был доктор Леонид Волохов. До встречи.